Господа, вы все прекрасно знаете портал автоспот.ру. Я много раз про него рассказывал, но я уже давно нашел ему офигенное применение, о котором вы даже не подозревали. Вы сейчас заходите на сайт к официальному дилеру или производителю и наблюдаете на ту или иную машину цену от, и думаете, ничего себе, какая доступная тачка. А потом выясняется, что это цена на минималку, которую давно никто не ввозит, ее невозможно купить, поэтому фактически цена совсем другая. Не тратьте свое время, деньги и, самое главное, бесценную жизнь. Заходите на портал автоспот.ру, выбирайте необходимую вам марку, модели, комплектацию, даже цвет, и смотрите настоящую, реальную, живую цену с учетом сразу всех скидок, акций и подарков на реально существующие живые автомобили в наличии, которые можно сразу прийти и купить. Зачем мучиться, когда есть уже готовое решение сразу по всему рынку? Автоспот.ру. Заходите и узнайте об этом всем лично. Ссылочки я, естественно, оставлю в описании под этим видео. Ну круто же, а? Погнали. Итак, господа, здравствуйте. Инвалидка. Инвалидка — проект, казалось бы, простой, но, тем не менее, содержащий в себе определенные сложности. Скажу сразу, давайте вот прямо в начале видоса. Это не инвалидка с двигателем от мотоцикла. Это инвалидка Джеймса Бонда. Вы в следующих сериях, наверное, поймете, почему. Но в данном случае нам нужно сделать некую первую стадию этой инвалидки. Блин, давай выезд сразу в этой серии сделаем. Фига, но она столько лет не выходила, значит, она вот сразу первая серия. Вот эти пацаны мне нравятся. Да, говори, что хочешь. Все будет, все. Слушай, ну сказали, значит поедет. Нифига, у нас в конце серии первый выезд. Допустим, вообще нифига сказал прямо. А что делать? Но перед этим первым выездом нужно сделать некие стадии. Как вы видите, я стою, по сути, на листе железа. Это означает то, что для того, чтобы воткнуть сюда какой-либо двигатель, который был мощнее штатного, нужно сначала усилить кузов, потому что этот кузов не выдерживает даже родной двигатель. Ему просто хана. Поэтому начинаем с простого, с кузовни. Итак, что же у нас в итоге получилось за практически 3 месяца упорного труда? Перед — это единственное, что здесь осталось в стоке. Это стоковые амортизаторы, вся стоковая подвеска, стоковые тормоза, исключая колеса, которые на проставках здесь алюминиевых стоят. Это, в общем, довольно типичная ситуация. Дальше уже начинается ремонт. Кстати, спереди все тоже было перебрано. Кстати, если где-то даже резиночки были уставшие, они были поменены на новые. Так что в любом случае это сейчас все технически исправно и так, чтобы я выжил значительно дольше, чем мог бы выжить здесь в стоке. Технология плоского днища. Это заводская штука, но, как вы видите, она вся в заплаточках. Это новые пороги, которые вы видели в начале видео. Это практически новая кузовня. Теперь эта штука без проблем висит на подъемнике. Этому кузову ничего не угрожает. Он условно по меркам инвалидки жесткий. Хотя мы все равно понимаем, что это все из фольги. Если что-то встречается с этой машиной, оно как нож через масло на вылет через нее пройдет. Потому что это просто фольга. Никогда с завода здесь никаким нормальным металл не был. А вот задняя часть, это, естественно, все уже плод воображения и тяжкого труда особо отмороженных ребят. В общем-то, это, естественно, подрамник, трубогиб, все это висит полностью на своем заново сделанном металлическом каркасе, если хотите. Каркасе, подрамнике, пространственной раме, которая отдельно сюда вставлена. Ничего от старого здесь не осталось. Это было все срезано, и все это уже заново сделано.
Далее, вот начнем с простого. Это промвалы от Нивы вообще, которые болт-он практически сюда встают. Причем они какие-то особенные промвалы, которые шли только в одном вот том вот году на только вот такую Ниву. Их сейчас уже не выпускают, сняты с производства, по блату последние как-то урвали. Диски тормозные Peugeot. Потому что, во-первых, разболтовка в стоке инвалидки совпадает с разболтовкой Peugeot. Поэтому стоковые Peugeot диски встали на стоковые ступицы инвалидки. Проставка там выполняет только функцию того, чтобы отодвинуть колесо наружу, чтобы появился выворот. Потому что колеса у нас стоят аж 13-е на полусликах. Ну, естественно, два глушителя Prosh-Prot, это все понятно. И вот здесь такая система со звездочками. Потому что у двигателя выход цепи был назад. Двигатель никто не разворачивал. Он здесь стоит ровно так же, как стоял в мотоцикле. Он не развернут, он прямо так. Соответственно, выход цепи был назад, поэтому здесь встает звездочка на двух подшипниках. И от этой звездочки есть еще одна звездочка, которая уже идет сюда, на эту звездочку. И вот из-за этих звездочек, по сути, мы так долго инвалидку и не упускали. Потому что токаря что-то где-то подпролюбились, и месяц или даже более думали только на ту тему, как же эту звездочку нам вытащить. Если бы не токаря, если бы не вот эта загвоздка со звездами, вы бы сейчас уже сегодня смотрели вторую серию по инвалидке, где уже гидроцикл в нее практически залез. А пока имеем то, что имеем. А потом внезапно все это собирается, разбирается, переделывается заново, ищется момент натяжения цепи. Снимать все это целую неделю, пока шли эти поиски, мы решили не снимать. Поэтому в последний раз собираем начисто и едем. Сзади, помимо того, что покрашено, вот эти сумасшедший, конечно, выхлоп. Он, кстати, как и нужно. То есть одна труба свисает ниже другой. Ну, все как у мужиков. Собственно, как еще иначе. Хотя, где бы найти таких мужиков-то с двумя трубами? Да чтобы еще одна и ниже. Ой, страшные, короче, вещи. Но это мотокастом, ребят. Здесь своя атмосфера. Я в ней пока не очень разбираюсь, если честно. Замки капота, опять же, спортивные. И сама божественная подкапотка. Опоры пока нет, но ничего, все нормально. Как видите, опять же, технология облегчения из Советского Союза. То есть карбон для петухов, фольга для пацанов. Причем из шоколада Аленка, скорее всего, эта фольга и была сделана, переработана. Наш двигатель 700 кубов, 4 цилиндра, отсечка что-то около, по-моему, 10, по-моему, я не помню. Тахометра нет, зачем нам эти цифры? Спидометра, в общем-то, тоже. Все, что мы знаем, это то, что здесь 80 лошадиных сил. И поскольку это все-таки из-под туристического мотоцикла, из-под туриста на жаргоне, соответственно, у него должно быть чуть больше низов, чем если бы это был спорт. Отвечая на все ваши вопросы, типа, бери R1, бери Хаябусу, и смысл мне с 5000 трогаться с места потом, и как это вообще будет в городе? Потому что мотик-то весит 200-250, а инвалидка весит 500. Соответственно, низов, которых и так у спортивных мотоциклов нету, здесь хронически бы не было. То есть нужно, ну, короче, это больно. Поэтому взяли от туриста, он, по идее, должен ввести эту повозку просто идеально.
Да, собственно, и все. Здесь практически clean-look, поскольку это мотоциклетный двигатель, ему не требуется какое-то супер охлаждение, поэтому вместо родного радиатора от мотоцикла, который обычно где-то вот такого размера, и в этом нет ничего плохого, потому что он висит перед двигателем и отлично охлаждается, поскольку это все-таки мотоцикл, у него нет там никаких закрытых супер полостей. В нашем случае все это под капотом, поэтому решено было в капот внедрить вот эти жабры. Это не сток. Никогда не догадаетесь, что это не сток, если мы бы вам про это не рассказали. Он здесь видно, как выпил был сделан. И поставлен огромный радиатор, украденный, естественно, из детского сада. Ну, потому что иначе бы вы не писали эти комментарии, да. Поэтому он также охлаждается тем же маслом двигателя, что и родной радик, просто стал больше. И к нему сзади еще прикручено два пропеллера. Ну, вентилятора, если хотите, как скажут инженеры, которые стоят ровно напротив этих вот наших новых вентиляционных отверстий. Все, в остальном получается никакой суперэлектрики, ничего. Нам не надо никаких дополнительных приборов, не надо. Коробка родная, сцепление родное. Едем. Тем временем погода дает нам буквально вот шанс вздохнуть на секунду, и надо ехать валить, вообще проверить, как у нас подвеска. Выдержит ли резкие сбрасывания сцепления весь этот подрамник, вся эта конструкция со звездочкой, потому что звезду, которая вот меняет направление усилий отсюда сюда, ее тянет во все стороны одновременно и перекашивает. Короче, надо понять, что вообще будет. Для этого даем пару кругов, и уже сразу я выяснил, что одна рука постоянно на сцеплении. А значит, что на маневрах на низкой скорости, когда ты постоянно выжимаешь или отпускаешь сцепление на первой передаче, у тебя на руле остается только одна рука. И у этой руки выбито плечо. Ну, вот так получилось недавно. И в итоге это вот инвалид в инвалидке. Короче, инвалидит где-то там на первой передаче. В общем, будет жестко. Печки, естественно, нет. Дворники, естественно, не работают. Едем. В итоге у нас получился самый лютый, безбашенный корч, потому что фактически это корч за всю историю нашего строения. Сейчас, секундочку, я должен подготовиться. Как, с ушками одевать? Давай с ушками оденем. Мы уже запотевшие все просто в щи, дворников нет, но это же корч. Что, вот это лучший кадр, да? Это уже на JPEG расходится. Хватит ржать, я спортсмен. У нас ремней нет вообще. Поэтому я шлем одену, а Никитос нет. И здесь такой потолок, что я одеваю шлем, как бы только вот так буду сидеть. Ржака, я понимаю, да. Сложно быть оператором в такой ситуации. Вот теперь кайф. Вот, датчик дождя сработал. Спасибо. И здесь все реально по корчевому, то есть смотри, сцепление у нас выжимается на ручке здесь, то есть как бы ты вот так выжил сцепление, вот так отпустил сцепление. В ноге у нас только тормоз и газ. Поэтому выжимаем сцепление. Первое, секвенталка. И... Мы разложимся, Никитос, 200%. Полная задница. Это самый жесткий тест за всю историю человечества. Она не поворачивает. Это не очень хорошо, да?
сотки не разогнаться. Только 60. По ощущениям 200 просто едем. Это корч. Она не едет, не рулится. Получилось что-то и не поворачивает, смотри. И она не тормозит, конечно же. Самое обидное, что она не поворачивает. Звук такой, да? Все. Цепа отвалилась. И мотор заглох. Все, походу, мы убили мотор. Не, мотор живой. Но сцепа нет. Что-то от вас там отвалилось железо. Мы видели, да. Все, сейчас едем назад. Ты слышал, что они сказали? От нас что-то отвалилось железное. Антох, мы чуть-чуть отхлебнули здесь в дальнем повороте, и от нас что-то напрямую отвалилось железное, нам сказали пацаны. Сейчас я пробую завестись и выгрести до стопа. Мотор заводится, мотор живой. Сцепы нет. А почему ее нет? Трос ходит. Что-то под капотом оторвалось. Блин, ну мы на треке. Нельзя на треке выходить из тачки. При этом датчик нейтрали, вот здесь зеленая кнопка, она должна гореть в нейтрале. И если бы была нейтраль, а нейтраль не горит, скорее всего у нас отвалилась полуось. Пацаны, все, мы запрашиваем помощь. Нам нужен Range Rover, у него в багажнике есть трос, и к нему уже прицеплен фаркоп. Вот. Ой, ты только ключи от Range Rover с собой идут. А, да, прикинь, все совпало. Да, ключи от Ренжа у меня. Слушай, ну это звук цепочки был, это скорее цепь порвалась. Давай выйдем, посмотрим. Давай. Но в любом случае мы уже передали, что мы здесь. Да, это цепь. Слетела цепь. И разорвала ни хрена здесь чуть-чуть. Ну, короче, это все починится, это не страшно. У нас просто слетела цепь. Тот самый случай, когда ребята поехали на автодром вообще не зря. Потому что вот это сейчас случись все в городе. Вот у кого бы вылетела эта цепь? Вот как бы это все было? Да это полная дичь. Поэтому пока мы не отладим полностью весь процесс и все. Но по первым впечатлениям она ни черта не едет. Да? Ускорения вообще нету. То есть или передаточные числа нужны. Хотя нет, у нас уже на 80 там была типа третья, наверное. Что-то такое. Короче, надо разбираться, надо настраивать. Но самое главное, нужно делать натяжение цепи. Потому что цепь слетела на третьем круге. На хорошей скорости, на 80 где-то. То есть прям на оборотах она слетела крепких. Ну, короче, надо. Но начало положено, первый выезд. И наконец-то вы все время говорили, что Костя, первые выезды скучные, у тебя все по плану, все как-то неправильно. Вот вам экшен. Но мне было страшно, когда сзади что-то отхлебнуло. Хорошо, что здесь железом зашили эту стенку, и еще вон такую бакелитку толстую сюда поставили. Короче, ждем эвакуацию. Забирайся, не мокни. Ты нашел цепь? Она не цепь. Цепь там была? Не Там цепь? звезда. Звезда? Звезда. Мы ее нашли. Писец, пацаны, это произошло на 85. Здесь 60 воспринимаются как 300. Просто, блядь. Так, да не, проще инвалидку толкнуть.
Все, Никитос, прыгай внутрь, поехали. Игорян, а ты топи. Не больше полтинника только, у нас шимми по подвеске передней идет. Мы можем сейчас звук наложить, как будто мы едем. То есть отсюда только ракурс. Это просто... Тихо, газуем, все нормально. Сейчас спереди слишком много звуков разных, мне это не нравится. Вам сейчас, мне не передать словами, наверное, эти ощущения, это просто страх. Каждую секунду у тебя просто дико адреналинит от всего. Как эта машина реагирует на все, на руль, на тормоза. Все эти звуки, которые она издает, все очень плохо, очень страшно. Кажется, что ну ты не вернешься домой точно. Вот это вот... Ребята, это идеальный корч, просто идеальный корч. Чуть-чуть протягивай еще, аккуратно, плавненько. Давай, прямо я. Ай. Спасибо за аккуратность. Еще. Красавчик, все, огонь. Спасибо. Фу, мы выжили. Финалочка. Слава тебе, Господи, а. Это успех. Она ни не едет, ни не рулится, ни не тормозит и развалилась. Это идеально, это просто идеально. В заключение, господа, наконец-то нормальный первый выезд. Наконец-то мы столкнулись с огромным количеством проблем, которые причем были не запланированы, не очевидны. Кроме одной, натяжение цепи заранее вызывало у нас подозрения, но мы, собственно, поэтому едем на закрытую территорию, чтобы не было проблем. В остальном же, все, что мы хотели установить, мы установили. У нас куча исходных данных. Передняя подвеска, естественно, на выкид, она не справляется. Возможно, уже от времени, от старости, возможно, потому что не сделан развал. Но его тоже делать сейчас смысла не было, и слава богу, что мы его не делали. Потому что все равно ее надо выкинуть и вставить подвеску от Аки. Это, в общем-то, понятное типовое решение. У Аки есть свой подрамник. Это нормальный Макферсон на шаровых. В общем, Аказия в этом плане по рулежке, когда у него был шестнарий, я помню, как Аказия. Тут все отлично у нее с передней подвеской. Значит, она встает сюда. Единственное, что ее придется немножечко сделать уже по колее, потому что Ака шире. Это все. Сзади нужно понять, что такое с натяжителем цепей. Их тут два. Соответственно, вероятнее всего, цепь подрастянулась. Скорее всего, мне кажется, что было именно так. Первично подрастянулась цепь, соскочила, ее закусила между звездами, и она размотала за собой вообще весь этот узел со звездочкой сзади, про который мы вам вначале рассказывали. Это раз. Два, нужно понять, почему этот мотор не едет. Здесь, очевидно, сейчас нету 80 лошадиных сил. Впрочем, и на эту точку зрения есть предположение, что у нас карбы переведены на нулевики, каждый на свой, 4 нулевика. Соответственно, я уже слышал это, правда, и до этого, то есть все-таки, скорее всего, это рабочая и правильная версия, что карбы нужно перенастроить, это раз, и синхронизировать два, потому что на каждый цилиндр работает свой карбюратор. В общем-то, впереди много работы, а значит, у нас будет следующий выезд, на котором инвалидка станет капец как быстрее. Причем ничто не мешает нам совершенно параллельно вместе с этим вести работы по внедрению сюда двигателей от гидроцикла. Будет интересно. В любом случае, такого жесткого корча еще плагиат по сравнению с ним, это просто S-класс. Это диван. Это комфортная машина для трассы, потому что вот это просто олицетворение бесоебства. Вот прямо настоящего. То есть вторая с хрустом и помчали. Вот это секвенталка с этим диким переключением с ударами. Это звук этих 10 тысяч оборотов на диких прямоточных глушителях двух сзади. Какой-то формульные какие-то ощущения, при этом ты понимаешь, что ты во всем этом никак ни от чего не защищен. Голова 1000 кадров в секунду проигрывает сцены, как тебя будет разматывать. И ты еще нажимаешь газ. Это какая-то феерия, и это определенно небезопасно. Мы будем работать над тем, чтобы все это исправить уже в следующих сериях. Огромное спасибо, что смотрели это видео. Огромное всем удачи. Никогда еще я не радовался так неудачам, а? Это же круто. Наконец-то все стало разваливаться. Пока. Ну там уже в комментариях пишут: опять у тебя все, ну выезд, все получилось, какого хрена? Вот оно, вот она жизнь.